Я уверен, что абсолютно все, кто сейчас смотрит это видео, знают о сериях файтингов Tekken, Mortal Kombat и Street Fighter. Уже не все, но все еще многие в курсе о популярности японских игр-франшиз Super Smash Bros., The King of Fighters, Soul Calibur и Guilty Gear. Есть файтинги, которые сейчас меньше на слуху, но в их качестве и своего рода важности для жанра никто не сомневается. Например, Killer Instinct. И, пожалуй, к этой же категории можно отнести Dead or Alive, по которую многие все еще помнят, но ее уже давно никто не видел. Для понимания уточню, что я не перечисляю игры в порядке их мировой популярности на данный момент, потому что тот же Mortal Kombat, который в странах СНГ очень любим, и часто можно услышать неосторожное мнение, что это вообще лучшая серия файтингов, по факту, на мировой про-сцене сейчас мало кому интересен. А, например, Super Smash Bros., да, где дерутся Марио и покемоны, если так проще, до сих пор собирает в 10 раз больше внимания аудитории и, соответственно, призовых для игроков. Плюс уже несколько лет в списке самых продаваемых игр в мире, учитывая, что это эксклюзив для консолей Nintendo. Это пример того, что во всем мире индустрия файтингов не держится на 3-4 столпах жанра, которые мы тут знаем и любим. Я говорю обобщенно, но во дела. То, что по каким-то причинам не очень популярно у нас, может быть супер популярно у других. Это касается серии Dead or Alive, которая когда-то давно в Японии и Америке была чертовски успешной. По ней даже сняли фильм и выпустили целую кучу спин-оффов. Но к нашему времени она стала бледной тенью самой себя, которую в основном, если и помнят, то за прошлые достижения. Сейчас я расскажу историю взлета и падения Dead or Alive. Фильм Романа Батишева. В главных ролях Рюха Ябуса, Касуми, Хаята, Тина Армстронг и другие. Основана на повести японского дьявола Томанобу Итагаки. Живой или мертвый файтинг. Те, кто застал эпоху 8-битных консолей, хотя бы смутно, но должны помнить компанию Tecmo, как минимум благодаря серии Ninja Gaiden. О ней, кстати, тоже есть большой ролик на канале. Суть в том, что еще в конце 80-х японская компания ориентировалась как на местный, так и на западный рынок видеоигровой индустрии. Собственно, тот же Ninja Gaiden для домашних консолей – это результат такой работы, когда японцы пытались угодить американским и европейским игрокам, создать что-то интересное для них. Но уже в середине 90-х Tecmo упустили свои позиции на западном рынке. Конечно, какие-то игровые серии оставались востребованы не только в Японии, но этого было недостаточно для процветания компании. И тогда на сцену вышел Томанобу Итагаки. Причем, говоря «вышел на сцену», я не то чтобы пытаюсь в метафоры. Итагаки очень колоритный, эксцентричный человек, который даже интервью дает так, словно о нем снимают байопик. Мужик действительно интересный, выглядит как рок-звезда с длинными волосами, кучей шрамов и постоянно в солнцезащитных очках. Такая деталь связана с любовью к азартным играм. Очки нужны, чтобы оппоненты не могли читать его эмоции, если коротко. Но со временем они стали просто частью образа Итагаки. При этом разговаривает он так, как будто складывает хокку. Насколько я знаю, Итагаки довольно высокомерный и себялюбивый человек. Но посмотрев много его интервью, я никогда не замечал, чтобы он опускался до грязи в своих выражениях и критике. Производит в целом приятное впечатление, хотя некоторые эксцентричные замашки проскальзывают. Его даже называют японским дьяволом. Но тогда, в начале 90-х, Итагаки еще не был рок-звездой игровой индустрии. Он пришел в компанию Tecmo в 92 году на должность программиста и успел поработать над аркадой Super Tecmo Bowl в качестве дизайнера. Напомню, что в то время компания Tecmo была в упадке, им нужен был безусловный хит. Тогда полный амбиций Итагаки обращается к руководству компании и уверяет, что сможет создать проект, который спасет Tecmo. Я черт знает, как это работает, но в итоге Итагаки доверяют создание новой интеллектуальной собственности. В Tecmo формируется подразделение Team Ninja, которое возглавляет Итагаки с пониманием того, что результат его работы приведет к одному из двух вариантов.
Либо Tecmo окончательно умрет, либо будет жить на рынке видеоигр. Говорят, отсюда и появилось такое символичное название серии Dead or Alive, что означает «мертвый» или «живой», хотя нам привычнее «живой» или «мертвый». То есть это относится не только к сюжету игр серии, но и подчеркивает факт того, что этот проект был последним шансом для компании. Итагаки решает, что проектом, от которого зависит будущее Tecmo, должен быть файтинг. Жанр очень популярный в то время, плюс только что вышедший на новый уровень. Компания Sega выпустила на своих автоматах культовую Virtua Fighter. Когда еще не все могли сделать нормальный 2D файтинг, Sega выпускают полностью трехмерный. Это был 93-й год, а уже в 94-м появляется первая часть Tekken, которая также создавалась с оглядкой на Virtua Fighter, но в итоге пережила и эту серию, и Dead or Alive. И прекрасно чувствует себя в наше время, в отличие от вышеупомянутых. Но тогда Tekken только появился, и никто еще не знал, каким мастодонтом жанра станет эта серия. Томанобу Итагаки посмотрел на Virtua Fighter, Tekken и решил условно, что нужно сделать так же, только лучше. Или, по крайней мере, привлечь больше внимания. Сейчас мы с вами подробно поговорим о первой части серии DOA, но для начала я расскажу вам о divmark.com. Это площадка, где прямо сейчас вы можете купить игры для ПК, PlayStation, Xbox, Switch и даже для старых консолей. Для ПК-пользователей есть любой софт, от антивирусов до Windows, а также вы можете покупать внутриигровую валюту и пополнять кошельки. Заходите на сайт, выбираете товар и продавца, а DivMark предоставляет вам гарантию на покупки в течение 180 дней. А по моему промокоду KULT вы получите скидку 10%. Переходите именно по моей ссылке в описании, чтобы поддержать канал и использовать промокод. Выбирайте то, что нужно, оплачивайте удобным способом и пользуйтесь. Первая часть Dead or Alive вышла в 1996 году на аркадных автоматах компании Sega, что очень иронично, ведь они были прямыми конкурентами. Геймплей сочетал в себе кое-что от Virtua Fighter, кое-что от Tekken и немного, совсем чуть-чуть, оригинальных идей. Например, чтобы выполнять комбо, не нужно было выкручивать пальцы и запоминать сложные последовательности, ведь в большинстве случаев они выполнялись нажатием одной кнопки. У этой игры другая особенность – это контрзахваты. Вообще геймплей состоит из базовых элементов – удары и броски. В то время сайдстепы еще не появились в серии, да и вообще были редкостью даже в трехмерных файтингах. Поэтому в глубину персонажи еще не двигаются, максимум камера может взять ракурс с разных углов, или некоторые движения смещают персонажей. Но именно контрзахваты – это элемент, который выделял игру, ведь в целом она очень похожа на Virtua Fighter. Суть этой механики в том, чтобы игрок прервал атаку противника и нанес ответный удар, либо сменил позицию. Когда речь идет о боевке в DOA, всегда всплывает принцип игры в камень-ножницы-бумага. То есть, если персонажи действуют одновременно, тогда обычный удар перебивает бросок, бросок перебивает контрзахват, а контрзахват перебивает обычный удар. Естественно, такая механика привносит в геймплей немного майндгейма. Уже тогда, в 96-м, игроки могли не просто колотить по кнопкам, а пытаться предугадать действия оппонента, чтобы правильно среагировать. При этом стоит отметить, что Dead or Alive очень динамичная игра, гораздо быстрее идейного вдохновителя Virtua Fighter. Поэтому для большинства поединок все-таки скатывался в баттон-мэшинг, потому что читать противника в такой динамике совсем непросто. Плюс игра вынуждает сближаться с оппонентом и держаться ближе к центру локации, потому что по краям расставлены опасные зоны. Если боец упадет туда, то подлетит в воздух и будет открыт для жонглирования. А еще можно выкинуть противника вообще за пределы арены, что сразу гарантирует победу. Это как раз тоже позаимствовано у Virtua Fighter. Что касается арен, если смотреть сейчас на аркадную версию 96-го года, то выглядит она просто невероятно. Если бы мне в детстве такое показали, то я скорее всего не поверил бы, пока не увидел собственными глазами. Локации по-настоящему большие, и даже за пределами ринга в большинстве случаев расположены трехмерные качественные модели. Плюс такие элементы на аренах, как крыши и мосты, делают обстановку очень живой, что ли. И вряд ли кто-то станет отрицать, что игра в целом выглядит отлично по меркам того времени. Красивое окружение, детализированные персонажи и, главное, анимации, которые записаны с помощью технологии Motion Capture.
То есть это захват движений реальных актеров, за счет чего персонажи двигаются плавно и реалистично. Игроки того времени жаловались на то, что захваты ощущаются немного рваными, из-за чего появляются проблемы с расчетом таймингов. Но в целом к этому можно привыкнуть, и играется DOA очень комфортно даже сейчас, особенно после кучи дерьма из 90-х, в которые я поиграл, когда делал ролики про худшие клоны МК. До сих пор глаз дергается, когда вспоминаю. И запуская Dead or Alive, я тоже ожидал какого-то трэшака, а по факту сидел с отвисшей челюстью, просто сокрушаясь из-за того, что почти весь мир в середине 90-х играл в это, а мы, по большей части, уже в начале нулевых, нередко все еще играли в Сегу и Денди. Ну и, собственно, да, самая яркая особенность, которую Итагаки решил прикрутить своему проекту, это, конечно, физика женской груди, которая, как говорят, реалистично подпрыгивала и тряслась. Причем ее поведение можно было корректировать в настройках. Так, а нафига я сюда воткнул слово «поведение», чуть не понял. В смысле поведение женской груди? Да, автор действительно делал ставку на это и хотел таким образом привлечь аудиторию. Почему, собственно, в играх серии в будущем внимание будет акцентироваться именно на девушках? И вначале это правда работало, привлекало внимание игроков. Но надеюсь, теперь вам чуть более понятно, что DOA в первую очередь была неплохим красивым файтингом, и это главная заслуга серии. К тому же в будущем те же игроки начнут хейтить разработчиков, кто бы мог подумать из-за чего? Верно, из-за того, что эротики много, а файтинга мало. Грудь есть, а контента нет. Есть, конечно, группа людей, которые упрямо считают, что вся фишка этой серии только в эротике. Но глупо так полагать, не вдаваясь в геймплей. Например, Mortal Kombat славится жестокостью, а Dead or Alive эротичностью, но в обоих случаях это на поверхности. Просто неоновая вывеска, чтобы завлечь игроков, и она завлекает. Итагаки ориентировался на западную аудиторию и совсем не прогадал. Первая часть стала успехом компании и принесла миллионы долларов чистой прибыли. В следующем году игру портировали на домашнюю консоль Sega Saturn, а еще через год, в 98-м, вышла версия для первой PlayStation. Конечно, порты не такие графонистые, как аркадная версия. Задники стали плоскими, вот эти выделяющие элементы локаций тоже остались неудел, да и персонажи, по-моему, стали выглядеть хуже. Все-таки железо не такое мощное, как в аркадных машинах Sega. Но главное, сохранилась динамика и появился новый контент. Так, на PlayStation добавили новых персонажей и целую кучу скинов для тех, что уже были в игре. Интересно, что портированную расширенную версию в будущем портируют обратно на аркадные автоматы под названием Dead or Alive++. Такого я еще не встречал. Но раз уж речь зашла о персонажах, давайте я немного расскажу о них. Начну с того, что как такового сюжета в игре нет. Уже в будущем, в следующих играх, он будет рассказываться в общем, в том числе затрагивая события первой части. А пока все максимально просто. Есть турнир, есть бойцы, пусть дерутся. Но я буду рассказывать о персах, как бы забегая наперед. В оригинальной аркадной версии было 8 бойцов, часть из которых уже в то время были привычными для жанра файтинг, типа ниндзя или местного клона Брюса Ли. Но были и необычные. О каждом по порядку. Завязка более чем проста. Корпорация Duotech организует международный турнир боевых искусств, где в качестве награды предлагает титул чемпиона и крупную сумму денег победителю. В турнире принимают участие Зак, диджей, который пришел ради денег. Со временем полностью станет местным комичным персонажем. Бэйман, русский, который в качестве наемного убийцы принимает участие в турнире, чтобы убить лидера Duotech Пейма Дугласа. Лэй Фэн, юная девушка, которая пришла утолить свои амбиции. Когда-то она столкнулась с бандой уличных бойцов и была готова разделаться с ними, но вмешался парень, который посчитал, что ей нужна помощь. Лэй Фэн вступает в турнир, чтобы найти этого парня и доказать, что она в силах за себя постоять. Господи, сильная и независимая из 96-го, вау. Тем парнем был Джен Ли, как раз таки местный Брюс Ли, ведь вымышленный персонаж изучал боевые искусства, глядя на фильмы актера. Затем, будучи сиротой, прошел боевое крещение на улицах, стал работать вышибалой и со временем сам овладел стилем джит-кундо в полной мере. Вступает в турнир, потому что любит драться. Там же он встречает когда-то спасенную им Лэй Фэн и побеждает ее. Ген Фу, с виду слабый старик и мирный владелец книжного магазина, но на деле опытный мастер боевых искусств, который вступает в турнир, чтобы получить призовые деньги и помочь своей больной внучке Мэй Линь. Тина Армстронг, американская рестлерша, которую растил и тренировал отец Бас. Он тоже появится в первой части, но уже в расширенной версии для PlayStation.
Тина вступает в турнир, потому что ее отец мечтал о том, что дочь станет величайшим бойцом, но сама Тина тайно желает заявить о себе, чтобы прославиться и попасть в Голливуд. Ей уже давно не в радость жизнь бойца, но отец не дает сойти ей с этого пути. Рю Хаябуса – тот самый персонаж из Ninja Gaiden, который в первую очередь стал связующим звеном между сериями, а также является своего рода данью уважения Томанобу Итагаки тем людям, которые помогали ему как наставники. В прошлом они как раз создавали игры серии Ninja Gaiden. Хаябуса, являясь могущественным шиноби, был приглашен на турнир таинственным незнакомцем, но у него была более веская причина отправиться туда. Рю был близким другом Хаяте. Это еще один шиноби, но из другого клана, Муген Теншин. Хаяте должен был возглавить свой клан, но незадолго до начала турнира он был избит своим собственным дядей Райду, когда-то изгнанным из клана. У Хаяте есть две сестры – родная Касуми и сводная Аяне. Последняя была рождена после того, как Райду изнасиловал мать Хаяте и Касуми. Они сначала даже не знали, что Аяна их сестра. Райду имеет нередкую для файтингов способность – копировать стили других бойцов. В игре он как раз копирует Рю и Касуми. Он вернулся в клан, откуда его изгнали, чтобы овладеть мощным нинпо. Это, говоря проще, магические атаки, которыми владеют несколько персонажей в серии. Нинпо появились еще в 8-битных Ninja Gaiden. Хаяте попытался остановить Райду, как раз использовал эту технику, за которой дядя пришел, и в итоге Райду смог ее повторить, а Хаяте оказался при смерти. Он сломал позвоночник и впал в кому. Учитывая, что теперь Хаяте не может стать лидером клана, некоторые вообще признали его мертвым, его место должна была занять сестра Касуми, но она сбежала, чтобы принять участие в турнире, найти дядю и отомстить ему. Собственно, Касуми – центральный персонаж, она побеждает в первом турнире. И она же еще одна причина, почему туда отправился Рю. Деньги и слава ему не нужны, он приглядывал за Касуми и помог ей в финальной битве с Райду. Тем не менее, решение бежать из клана было самоубийственным для Касуми. Она получила метку предателя и была приговорена к смерти собственным кланом. Именно поэтому вслед за ней отправилась Аяне. Она, наравне с Басом Армстронгом, еще один персонаж, появившийся в версии для PlayStation. Хотя в детстве Аяна и Касуми дружили, но теперь это было в прошлом. К тому же Аяна раньше узнала, что Касуми и Хаяте ее брат и сестра. Соответственно, в ней поселилась некоторая обида за то, что у них было счастливое детство, а ее считали проклятым ребенком, растили в суровых условиях как члена секты хаджимонов внутри клана. Клан Муген Теншин так серьезно относится к сбежавшим, потому что не хотят, чтобы про них и их силу узнал внешний мир. Но тем не менее, Аяне не удается убить Касуми. Хотя последняя тоже не то чтобы упивалась победой и совершенной местью. После турнира ее похитили Дуотек, чтобы использовать ДНК Касуми для создания идеального бойца. В общем, трудно сказать, что первая часть Dead or Alive была в чем-то уникальной. Если утрированно, то это смесь Virtua Fighter, немного Tekken и кое-что даже от Fatal Fury, также известной как Гару Денсетсу. Под кое-что я имею в виду как раз сексуализацию женских бойцов. Потому что хотя Dead or Alive более известна своими пикантными фишками, но подпрыгивающими частями тела могла похвастаться еще Май Ширануи из Fatal Fury гораздо раньше. И, кстати, в наше время она тоже станет персонажем в Dead or Alive. Как мы с вами понимаем, игровое подразделение Tecmo поставили все на Dead or Alive, и эта игра позволила компании оставаться именно Alive. Уж простите за такой фонарный каламбур, но в контексте это важно. Игра была, прямо говоря, попсовой. Сложной по части поведения ИИ, потому что машина знает, какую комбинацию прожал игрок, и чем дальше он проходил, тем чаще она парировала его атаки, вовремя прекращала свои и наказывала за неосторожные действия, хотя в игре еще не было такого понятия как паниш. Но популярной в целом, если играть у автомата или консоли с друзьями. Привлекательные девушки, красивая графика, простые комбо и вполне уместный баттон-мэш, в надежде угадать, как ударит противник и красиво отразить его атаку. Естественно, вопроса о продолжении даже не возникало, но Итагаки не торопился выпускать сиквел. Выходили порты первой части на консоли, порт с консоли обратно на автомат, как я уже говорил ранее, но полноценного сиквела не было довольно долго. И это решение оказалось правильным, потому что пока Team Ninja туда-сюда портировали первую часть, в конце 90-х вышла очередная аркадная система, которая имела ту же архитектуру, что и домашняя консоль Sega Dreamcast. Команда смекнула, что если немного подождать, они смогут выпустить сиквел с офигенной по тем меркам графикой и новыми техническими возможностями,
при этом сразу портировать его на домашнюю консоль Sega. Вторая часть вышла в конце 99-го, а уже в начале 2000-го разлетелась по домам игроков, заняв свою нишу на консолях Dreamcast и PlayStation 2. Причем история с разными версиями снова повторилась, и со времен выхода игры существует в общей мере более 10 ревизий Dead or Alive 2, часть из которых, конечно, просто переиздание без изменений, но все же. Это и не удивительно, потому что вторая часть серии до сих пор среди фанатов считается лучшей. В свое время она была невероятно популярна. Именно на ее основе и создавалась экранизация 2006 года, которую у нас часто крутили по телевизору. Запустив DOA 2 сейчас, в 2022 году, на оригинальной второй PlayStation, я правда был поражен тому, что игра так хорошо состарилась. Хотя, знаете, она и не состарилась. Это вот тот случай, когда что-то вечно. То есть я поиграл в пятую и шестую части, в современные спин-оффы, и после них уже с некоторым снисхождением запускал игру 2000 года. А напрасно. Dead or Alive 2 до сих пор отлично выглядит и, главное, играется. Решение Итагаки повременить с релизом и дождаться возможности выпустить игру на новом железе оказалось чертовски верным, и это я понял, когда запустил DOA 2 Hardcore, которой больше 20 лет. Hardcore считается лучшей и максимально полной версией игры, учитывая производительность и наполненность контентом относительно первой и второй ревизии, которые выходили на автоматах и на Dreamcast. Здесь больше скинов, арен и играбельных персонажей. Стали доступны Бэйман, знакомый по первой части, и местный финальный босс Тенгу, обоих нужно было разблокировать. Плюс режим галереи, изменение визуального стиля игры, и авторы даже подкорректировали анимации. Но это была не первая версия, которая вышла для PlayStation 2. Команде Итагаки дали всего пару месяцев на разработку порта после выхода в 99-м оригинальной версии. Но они не успевали воплотить все идеи по улучшению игры и банально адаптировать ее к железу от Sony. Случилась неприятная история. Один из менеджеров попросил копию порта, который еще находится в разработке, для личного пользования. Но, получив ее, отправил на фабрику, где игру пустили в массовое производство. Таким нелепым и хитрым образом вышел первый порт для PlayStation 2 весной 2000 года. Из-за случившегося Итагаки впал в депрессию и даже хотел покинуть игровую индустрию. Эта версия игры была не той, какую он задумывал, плюс она оставалась технически несовершенной. В игре были баги, некорректный рендеринг, и иногда она просто зависала, но руководству, видимо, это было не очень важно. Тем не менее, геймдизайнер собрался и продолжил работу над тем портом, который задумывал, а уже осенью 2000 года свет увидел DOA 2 Hardcore, который я и взял за основу. Уж не знаю, что именно мотивировало Итагаки остаться и продолжить работу, но хорошо, что он не опустил руки. Помимо графики и новых персонажей, вторая часть предлагает и новые механики. Именно здесь появилась известная возможность сменить уровень арены прямо во время боя. Точнее, частично на замену опасным зонам пришла механика, которая позволяет скинуть противника с одного уровня арены и продолжить поединок на другом. Сейчас, конечно, все привыкли к такому, особенно в 3D-файтингах, но тогда, в 99-м, это был просто отвал башки. Причем нельзя сказать, что это прям новшество, ведь подобные фишки бывали и раньше. Стоит вспомнить хотя бы третью часть Mortal Kombat, да и до нее появлялись интерактивные арены. Правда, в МК, выкинув противника на другую локацию, менялась их последовательность. То есть, если мы играем весь поединок в метро, то следующей ареной станет улица. Но если из метро мы выкинем противника на улицу, то следующий поединок будет происходить на третьей арене, в банке. В DOA 2 это работает иначе. Сами арены масштабные и многоуровневые, и один из уровней не является другой ареной. Это все часть одной локации. Стоит ли говорить, как эффектно это выглядело в то время с такой графикой и детализацией? Но уточню, что локации с опасными зонами, как в первой части, тоже остались. Сам игровой процесс стал более вдумчивым. Появилась механика стана, то есть противника можно было оглушить, и в это время он не мог ни атаковать, ни блокировать. А сам геймплей требовал осторожности. Большинство ударов и комбинаций стали наказываться при попадании в блок, либо в случае промаха. Поэтому стало важно вовремя прерывать атаку, проверять, блокирует противник или мы его вскрыли и нанесли урон. То, что сейчас называем конфермить, то есть подтверждать удар. Комбинации ударов все еще составлялись из двух кнопок и указания направления, но теперь стал делаться больший упор на миксапы. Большинство серий можно продолжить нижними ударами. В игре, кстати, все еще два вида – верхний и нижний. Оверхедов как таковых нет. Соответственно, под верхними приседаем, либо контратакуем, используя свои атаки, которые наш персонаж выполняет пригибаясь. А нижние удары либо блокируем, либо парируем.
Есть вариант подпрыгнуть, но он довольно опасный. Для примера берем Рю. У него есть серия, где он наносит 3 верхних удара рукой, а есть такая же, но 3-й удар будет нижним. Соответственно, можно попытаться вскрыть противника, но если не получится, то есть риск получить наказание за такую попытку. А если противник ожидает 3-го нижнего удара, то он успеет его парировать, и тогда мы огребем еще больше. Плюс у каждого бойца есть лаунчи, которые подбрасывают воздух и позволяют жонглировать, удары на вставании и восстановлении, есть атаки с разбега и короткие, но сильные протягивающие удары, как правило, выполняются нажатием вперед-вперед удар рукой. То есть геймплей стал сложнее в целом. Даже запуская аркадный режим, можно делать что попало в первых 2-3 боях, но ближе к финалу это уже не сработает. Чтобы победить противника, нужно будет использовать все механики и играть осторожно. При этом важно знать мувсет противника. К счастью, персонажей здесь не так много, чтобы понимать, где будет пауза между верхними ударами, а где он может воткнуть нижний. Но самому спамить становится опасно, потому что только дай ИИ возможность наказать тебя, он ей воспользуется, и это на нормальном уровне сложности. Лично я прошел предпоследний поединок за Рю раза с 8-го, когда просто запомнил движения противника и спокойно научился их парировать. При этом финальный босс оказался куда проще, несмотря на повышенный урон и магические атаки на расстоянии, что для серии DOA нечастое явление. Сюда подвезли режим Tag Team, то есть битвы 2 на 2, причем в этом режиме можно было выполнять совместные захваты. Плюс режим выживания и еще несколько. То есть тогда, в 2000 году, игрокам было чем заняться в DOA 2 даже в соло. Например, чтобы открыть все скины, нужно было пройти аркаду за персонажа несколько раз. В игре есть режим, который называется Story, ну то есть история, сюжетка. Это классический аркадный режим, где мы выбираем персонажа и проходим за него несколько поединков. И вот забегая наперед, хочу обозначить кое-что о сюжете. Что происходит в серии DOA с 1 по 4 части, нормально объяснили только в 2011, когда вышла Dead or Alive Dimensions, эксклюзивно для консолей Nintendo 3DS. Именно там появились кат-сцены, которые я использую на протяжении видео. Там более внятно объяснили, кто дерется и почему. В Dimensions происходит событие 4 частей в рамках одной игры. Я ознакомился с историей и в целом все понятно. Не гениальный, но обычный сюжет для японских файтингов тех лет. Со злыми корпорациями, клонами и потерей памяти. А уже потом я начал играть на 1-й и 2-й плойке в те сюжетные режимы, которые игрокам давали тогда. Выбираю, конечно же, Рю Хаябусу, отправляюсь в Story мод и просто с корабля на бал мне дают женщину и говорят «побей ее». Окей, ни пролога, ни монолога, ну давайте дальше. Затем ни с того ни с сего показывают CG-ролик, где Рю в каком-то лесу кромсает бамбук. Вот просто показали, как он пафосно режет бамбук. То есть сцены вообще подаются без контекста. Затем Рю просто избивает кучу персонажей подряд, кому-то говорит, что никакой это не турнир боевых искусств и надо валить отсюда. Вдруг предпоследняя битва, выходит Хаяте, которого я помню еще по Ninja Gaiden, и Рю такой говорит ему «это ты, не может быть», и начинают драться. Что ж, ну вот такие истории как раз сформировали мнение, что файтинги не про сюжет. Безусловно, в первую очередь важен геймплей, но современные игры доказали, что история, связывающая персонажей, тоже интересна аудитории. Но давайте расскажу, какие события происходят во 2-й части на основе Dimensions. Бэйман, тот самый русский наемник, который в этой части появился только как дополнительный персонаж, в конце 1-го турнира таки выполнил свое задание и убил главу корпорации Doatec Пейма Дугласа. Его место заняла дочь Елена и сообщила о начале 2-го турнира, в котором сама примет участие. При этом за кулисами фигурирует Виктор Донован, промоутер Doatec. Если вкратце, плохой человек, жадный до власти. Именно по его приказу Бэйман убивает отца Елены, а после Виктор хочет избавиться от самого Бэймана. Ключевая цель Виктора – создать абсолютное оружие в виде бойца, и для этого он проводит эксперименты по клонированию. Собственно, жертвой его экспериментов стала Касуми, которая пропала после 1-го турнира. Где-то в Германии, в лаборатории Doatec, девушка приходит в себя и обнаруживает свой клон под кодовым именем Касуми Альфа. Параллельно проводятся эксперименты над Хаяте, которого уже посчитали мертвым в клане, но Doatec похитили его тело для эксперимента с кодовым названием Эпсилон. Им удалось вернуть его к жизни, и он находился на стадии реанимации, там же, где и Касуми. Кстати, обратите внимание на то, что почти в каждом файтинге из 90-х есть история про клонирование. И я даже не понимаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что в конце 90-х, начале 2000-х в мире прогремел эксперимент с клонированием овцы Доли, и наше общество было так потрясено, что это превратилось в часть поп-культуры? Ну да ладно.
Рю выясняет местоположение Касуми, отправляется спасать ее, устраивает диверсию, и в итоге база Дуотек оказывается разрушена. Сотрудники эвакуируются, но успевают забрать на разных вертолетах Хаяте и Альфу. Только вертолет с Хаяте терпит крушение из-за еще одного взрыва, и Шиноби оказывается посреди леса, не имея ни малейшего понятия, кто он такой. К счастью, в будущем он наткнется на девушку Хитоми, которая приютит Хаяте, приведет его в додзё своего отца, где Шиноби восстановится и обучится карате, а после отправится на турнир под именем Эйн, потому что своего реального имени он не помнит. Чувак наглухо потерял память, вот так все просто. Сценаристам показалось мало Санта-Барбары с клонами и амнезией, поэтому была добавлена еще одна сюжетная линия с Тенгу. Это существо из японского фольклора. Такой здоровый чувак с крыльями, длинным носом, который может кастовать нечеловеческие штуки, например, наносить урон воздухом через всю арену. Он проник в мир людей и готовится творить ужасы. Собственно, Тенгу и есть финальный босс игры. В турнир включается Рю Хаябуса, во-первых, чтобы защитить Касуми, которая сбежала от него, узнав, что ее братец жив. Во-вторых, чтобы самому что-то выяснить про Хаяте, а в-третьих, чтобы остановить великое зло, которое угрожает человечеству – Тенгу. Рю это удается, именно он становится победителем второго турнира. Он встречает Хаяте, но последний не узнает близкого друга. Только после поединка к Хаяте частично возвращается память, он вспоминает Рю. Видимо, выкупив, что пиздюльки отлично восстанавливают память, Рю предлагает Касуми подраться с братом, чтобы он увидел ее боевой стиль и вспомнил свой клан Муген Теншин, сестру Касуми, Аяне и всех остальных. На удивление, способ рабочий. Подравшись с Касуми, Хаяте все вспоминает. Но это еще не совсем конец. Внезапно на сцену выходит Генра, лидер хаджимонов, названный отец Аяны, который воспитывал и обучал ее. Генра признается, что это он призвал Тенгу, а также выясняется, что он сотрудничает с Дуотек. Кстати, именно он настаивал на том, что сбежавшую Касуми нужно поймать и убить. Ему тоже нужна власть, поэтому он устраивает Tag Team Battle. Натравливает загипнотизированную Аяне и Альфу на Рю и Хаяте. Конечно, хорошие парни побеждают, Аяна приходит в себя, но Альфа и Генра еще напомнят о себе. Что же, на самом деле я не совсем понял сюжет и как там все устроено. Думаю, фанаты поправят меня в комментах, потому что рассказал историю я очень сжато. Конечно, на гениальность она не претендует, но кому оно надо? Dead or Alive 2 — это отличный файтинг в первую очередь, который прошел проверку временем, по нему до сих пор проводят турниры. Но, к сожалению, вторая часть, которой больше 20 лет, это квинтэссенция серии. Лучше уже не будет, максимум так же. В марте 2000 года компания Microsoft анонсирует свою первую игровую приставку – Xbox. Технически она превосходила то, что было на рынке в то время, но если у Nintendo и Sony уже была армия фанатов, Майкам только предстояло ее завоевать. Есть версия, что ребята из Microsoft обратились даже не к Tecmo, а напрямую к Томанобу Итагаки с предложением выпустить следующую часть серии DOA эксклюзивно для Xbox. К слову, после успеха своих файтингов, японский дьявол стал быстро продвигаться по карьерной лестнице, возглавлять другие проекты и постепенно превратился в такую рок-звезду игровой индустрии, каким мы знаем его теперь. Учитывая то, что Итагаки уважал западный рынок и ориентировался на него, а также то, что для него было важно делать игры как можно более совершенными технически, у него на этот счет своя философия, команда Team Ninja, как говорят, перешла под крыло Microsoft. А третья номерная часть DOA стала эксклюзивом для консоли, которая только поступит в продажу осенью 2001 года. Третья DOA стала одной из игр в стартовой линейке Xbox, и несмотря на эксклюзивность для новой консоли, игра повторила успех второй части. Коммерчески она была успешной, игроки и критики в целом довольны, а сам Итагаки до сих пор считает ее одним из лучших файтингов в мире. Безусловно, это красивая, дорогая игра. Насколько я в наши дни восхищаюсь визуалом второй части, но третья — это совершенно новый уровень. Итагаки снова оказался прав. Визуальная игра уже в 2001 превосходит Tekken 4 и Soul Calibur 3, которые выйдут позже, а в те времена это, наверное, основные конкуренты DOA. Причем игра и звучит классно. Вообще у серии постоянно какие-то истории с саундом. В зависимости от ревизии игры саундтреки часто отличаются, и не все удачные. Но в этот раз композиции сразу ориентированы на запад, на драйв.
Причем Microsoft подсуетились, скорее всего с подачи Итагаки, и получили права на использование 3 песен группы Aerosmith. Собственно, почему их музыка и звучит в ролике. Это вроде как любимая группа Итагаки. Еще много лет геймдизайнер будет считать Xbox лучшей игровой консолью. Сначала оригинальный, а затем Xbox 360. При этом третья часть серии стала гораздо более дружелюбной к игрокам. Ну, потому что выходила в первую очередь в Америке, а там игроки не такие хардкорные, как в Японии. Если раньше условно игровой процесс был рассчитан на то, чтобы вскрыть противника, подбросить, немного покомбить, закончить жонглирование эффектным ударом, который выкинет его на другой уровень арены, вот таким задумывался поединок, так сказать, в идеале. Хотя в реальности это очень трудно воплотить, то теперь жонглирование отошло на третий план. Зато персонажи могут свободно перемещаться по арене. Сайдстепы были и во второй части, но там приходилось буквально тибэгать, чтобы сделать шаг в глубину. А теперь с этим проще, соответственно и уходить от атак противника легче. Игру довольно высоко оценили, и некоторые издания назвали ее лучшим 3D-файтингом, но были и те, кто подметил, что за красивой графикой, к которой довольно быстро привыкаешь, нет ничего нового для жанра, и с этим трудно поспорить. Разблокируемые персонажи и скины, немало режимов, но все это уже было. Интересно и то, что Microsoft запустили сервис Xbox Live через год после выхода триквела, и многие игры поддерживали мультиплеер, а вот DOA 3, игра по идее идеально подходящая для этого, осталась без онлайна. Сначала вышла американская версия, а уже потом, в феврале 2002 японская и в марте европейская. Уже по традиции, будущие ревизии содержали больше косметического контента относительно первой, и некоторые правки в анимациях и балансе. Но для Америки выпустили бустер-диск, который распространялся с журналом Xbox. То есть фактически этот диск был DLC. Сюжет игры напрямую продолжает сиквел. На самом деле, рассказывая про историю во второй части, я уже затронул события третьей. В общем, когда Рю и Хаяте отбились от Альфы и зомбированной Аяны, они вдруг заметили, что Касуми-то снова пропала. Такая вот непостоянная девчонка. Хаяте тайно хочет найти сестру, но Аяна уговаривает отправиться на поиски Генры. И вообще Касуми так-то из клана сбежала, а розово-волосая девушка не забыла, что обещала убить подругу детства /сестру. Хаяте за такие разговоры втащила Аяна, и она чуть не свела счеты с жизнью. Там такая сложная история, Аяна вроде как испытывает чувства к Хаяте, а разгорелась эта искра еще в детстве, до того, как девушка узнала, что они брат и сестра. Общая мать всех троих не позволила девушке выпилиться и донесла, что лучше помочь Касуми, своей подруге и сестре, а не вести себя как капризный ребенок. С этих пор Аяна становится более спокойной и рассудительной. Тем временем Виктор Донован продолжает свои эксперименты. Его новый проект носит имя Омега, а в его основе тот самый Генра, который был своего рода приемным отцом Аяны и вроде как заботился о клане Mugen Tenshin, но по факту хотел возглавить его и сотрудничал с Duotech. Донован превращает Генру в Омегу, могущественного бойца, и объявляет о начале третьего турнира, чтобы испытать свой проект в реальных условиях. Хотя Аяна больше не пытается убить Касуми, но другие ниндзя все еще считают это необходимостью. Касуми постоянно убегает от них, но несмотря на это ищет встречи с братом и вступает в третий турнир. Встретив сестру, Хаяте разрывается между любовью к ней и долгом клану. Он делает вид, что не встречал Касуми, чтобы не убивать ее. Главная цель сейчас Генра Омега. Убить его вызываются Рю и Хаяте, который считает, что именно он сможет остановить злодея, ведь они из одного клана. Тем не менее, Аяна решает, что убить Генру должна она, ведь он ее приемный отец, и она хочет лично подарить ему покой. Именно Аяна становится победителем третьего турнира. Успех третьей части, можно сказать, вскружил голову всем причастным к нему. Кажется, что боссы дали Итагаки полную свободу действий. Он возродил серию Ninja Gaiden, которая теперь тесно переплетается с Dead or Alive. Причем, несмотря на хардкорность и опять же эксклюзивность для Xbox, первая часть стала достойным и успешным перезапуском серии. Лично я до сих пор играю в нее с большим удовольствием, потому что теперь это не эксклюзив. Но Ninja Gaiden не единственный проект, который появился на свет благодаря успеху DOA. Уже тогда многие не обращали внимания на геймплейные детали серии и ее техническое превосходство. И уже тогда бытовало казуальное мнение, что Dead or Alive — это игра, где красивые девушки исключительно трясут грудью и светят бельем. Томанобу Итагаки почему-то решил подыграть именно этой аудитории. Боссы Microsoft особо не сомневались в его авторитетных решениях и выделили деньги на первый спин-офф. Он не то что провалился, но и звезд с неба не хватал.
Потом вышли другие. Ни один из них не станет на 100% успешным, но они выходят по сей день, и я не понимаю, зачем и для кого. Поговорим о спин-оффах в общем. Они мало чем отличаются по большому счету. Первый вышел в далеком 2003-м, последний на данный момент в 2019-м, уже после шестой части основной серии. То есть Dead or Alive Extreme 3 Scarlet на сегодня вообще последняя игра в серии. Концепция у этих игр следующая. Что если представить героинь файтинга во время отдыха, где они ходят в купальниках, играют в пляжный волейбол, катаются на водных мотоциклах, играют в покер и закупаются подарками друг для друга. Именно подобными делами и придется заниматься игрокам в серии спин-оффов. Только вот что странно. По большей части это как будто игры про Барби и 12 принцесс, ведь нам нужно выбирать наряды персонажам, закупаться всякими маслами и кремами для загара, завоевывать внимание других обитательниц на острове Зака, где все происходит. Того самого диджея Зака, который был еще в первой части. Он, кстати, тоже присылает подарки девочкам. То есть это такой херовенький симулятор пляжного волейбола с посредственными мини-играми. Но на какую аудиторию это рассчитано? Вот я люблю файтинги. Они мне тяжело даются, но ничего поделать не могу, нравится и все тут. Если бы я был фанатом DOA, то с интересом бы принял хардкорный слэшер Ninja Gaiden. Но вот эти спин-оффы для кого вообще? Я, конечно, не сторонник сексизма, но если условно поделить игры на мужские и женские, подсерия Extreme — это вот скорее женская. Ведь обычно парням, фанатам файтингов, не очень интересно заниматься повседневными делами девушек. С другой стороны, просится наружу простой вопрос. Может быть, игра цепляет сексуальным подтекстом? Возможно. Не буду исключать, что есть люди, которые, играя в DOA, держат геймпад только одной рукой, но много ли таких? Судя по общим продажам спин-оффов, нет. Тем не менее, они существуют. Если первые две части вышли на Xbox, то в будущем следующие выходили на портативных консолях. PSP и сейчас на Switch. На PSP игра имеет подзаголовок Paradise, а не Extreme, но суть не сильно-то меняется. Вот на портативных консолях еще можно понять наличие таких сборников мини-игр с популярными персонажами, потому что нередко за портативками мы проводим короткие игровые сессии. Пока едешь в метро, зайти, чекнуть, что там прислал Зак, сыграть партию в покер и отложить консоль. Но и то, мне кажется, нужно быть прям отбитым фанатом, потому что игры такие себе. Именно их вытягивает эротичность в первую очередь. Ведь про основную серию еще можно поспорить и топить за то, что там классный геймплей, а не только прыгающая грудь. А вот про спин-оффы я бы даже не заводил такой разговор. К тому же на тех же PSP и Switch есть гораздо более крутые игры именно для коротких сессий. Внятного сюжета тут естественно нет. Ну типа Касуми прибывает на остров Зака, потому что ей сказали, что там ее брат. Брата она не находит, но решает остаться отдохнуть. И не буду врать, у этих игр есть какой-то вайб. Мне кажется, благодаря музыке. Вот прыгают эти девочки, на фоне звучит какой-то трек в стиле нулевых, когда были популярны R&B и сол-исполнительницы, типа Мисси Эллиот или Мэрайя Керри. Запустив даже последнюю игру, я как будто попал в 2003. Это касается и геймплея, и атмосферы. Типа вот играю в то, что есть. Но естественно после ролика я не вернусь к этим играм, потому что, ну зачем? Игра 2019 года на 50% состоит из заданий вроде «сфоткай своего персонажа на пляже», потом на шезлонге, потом во время игры в волейбол, а делается это посредством, скриншотов. А мне потом с этими фотками что делать, простите? Если то, о чем многие подумали, то на определенных сайтах уже давно есть более подробный контент, скажем так. Причем игры-то не особо эволюционируют от 2003 до 2019. Нагляднее всего о их цели существования говорит размер файлов. Сама игра весит 3 гига, а вместе взятые 55 DLC к ней 4 гига. Вот эти купальнички, полотенчики и так далее. Причем в 2003-м Team Ninja решили шуткануть и в одном известном игровом журнале опубликовали код, введя который игроки могли бы лицезреть девушек без купальников. Вот в чем мать родила. Это была шутка, но, как ни странно, она вызвала негативную реакцию у игроков. Они этого не хотели. Я уверен, что у этих игр тоже есть фанаты, и ни в коем случае не хочу обидеть вас, но вот такие впечатления. Когда серии нужно было развиваться как файтингу, ведь она начала стагнировать. Когда нужно было врываться на про-сцену и выделять деньги на турниры, на привлечение внимания к тому, что это крутой файтинг, авторы наоборот укрепляют мнение, что Dead or Alive — это про подпрыгивающую грудь. Хардкорность Ninja Gaiden оказалась интересна аудитории, и, возможно, поэтому четвертая часть DOA встала на прежний путь.
игра стала сложнее. Но также это была последняя часть серии, которой занимался Итагаки. К его биографии можно относиться по-разному, но вряд ли кто-то станет отрицать, что он эксцентричный человек. Есть даже история о том, как он бегал по офису с катаной, чем пугал сотрудников. Хотя это, скорее всего, была просто шутка, яркая выходка яркого человека. Он раздавал пьяные интервью, бухал с журналистами в караоке, и в целом все это нормально воспринимали. Только в нулевых его стали обвинять еще и в харассменте. Текма удалось отстоять Итагаки в суде, его признали невиновным, но это был не последний суд. На самом деле мы не знаем достоверной истории его ухода из компании Tecmo. Но да, он действительно покинул ее со скандалом незадолго до выхода Ninja Gaiden 2, над которой он еще работал со своей командой. Основная версия гласит о том, что причиной конфликта геймдизайнера и издателя стали деньги. Итагаки не получил обещанную премиальную часть за свою работу над прошлыми проектами. Также он подал иск на президента компании Tecmo за, цитирую, «ущерб на фоне необоснованных и лживых заявлений, которые дискредитировали Итагаки». Он хоть признан невиновным в домогательствах, но Tecmo лишили Итагаки одной из руководящих должностей. И тут как бы нужно читать между строк. Говорят, что после иска президенту Tecmo Итагаки попросили из компании. Он увел часть сотрудников Team Ninja, основал компанию Valhalla Games, они даже выпустили игру про русского вояку Ивана, который пьет, курит, играет металл и, конечно, убивает. С ней были коммерческие трудности, и сейчас Итагаки возглавляет уже новую собственную компанию и обещает удивить игроков новой AAA игрой. Относиться к нему можно по-разному, но безусловно это человек с характером и стилем. Чего стоит история со сложностью Ninja Gaiden? Итагаки согласился добавить в игру легкий режим, но назвал его Ниндзя-пес. И на таком уровне сложности персонаж носит ленту на руке, подчеркивая отношение геймдизайнера к игрокам, которые не любят вызов. Но вернемся к Dead or Alive. Легкого режима в игре не было вообще. Увеличилась динамика, сократилось окно для парирования, чтобы усложнить игровой процесс. К тому же противники под контролем ИИ стали сложнее. Выглядела игра отлично, ее опять же многие считают лучшей в стартовой линейке Xbox 360. Локации по-прежнему многоуровневые, при этом на некоторых обыграли опасные зоны. Например, если битва происходит на дороге, то персонажей может сбить автомобиль. Нужно учитывать и то, что еще до 4-й части у бойцов появился такой показатель как вес, и он имеет значение. Тяжелые персонажи хуже подбрасываются и не так далеко отлетают после ударов. 5-я часть создавалась уже без Итагаки, как и Ninja Gaiden 3, которую игроки и критики сначала уничтожили вполне обоснованным негативом. Об этом в ролике про Ninja Gaiden. 5-я DOA в целом была принята хорошо, геймплей особо не изменился, потому что менять-то в нем уже было нечего, разве что добавили сокрушительные удары, популярная в наше время механика камбэка. Когда здоровья становится мало, боец может выполнить сильную атаку. Как ни странно, но локации уменьшились и стали выглядеть хуже, чем в 4-й части, в то время как персонажи выглядели лучше. Уже не шло речи ни о какой эксклюзивности для Xbox. Игра сразу вышла и на PlayStation, а потом в одной из ревизий залетела на ПК. Годом ранее появилась та самая Dimensions для 3DS, которую я упоминал ранее. Меня по-настоящему удивляет то, как все механики из больших игр умудрились уместить в портативную консоль. В целом это знакомая фанатам игра, которая подробнее объясняет сюжет квадрологии, но несмотря на это, фанаты не побежали скупать DS-ки, чтобы поиграть в этот проект. И коммерчески игра не то чтобы оказалась успешной, хотя она безусловно хороша. А вот 6-я часть, вышедшая в 2019-м, на старте стала большим разочарованием. Геймплей снова упростили, почему-то вырезали режим Tag Team, красивых многоуровневых арен стало меньше, на релизе в игре, чтобы вы понимали, даже не было лобби. То есть хочешь онлайн с друзьями – нельзя, только рандомные матчи. Причем онлайн умер в первый месяц. Я могу понять, почему сейчас у меня не получается найти игроков в 5-й части, но в 6-й, уже через месяц после релиза, по онлайну каталось перекати поле. И это неудивительно, игрокам дали фундамент игры, которую пообещали в будущем допилить и наполнить контентом, но это не сработало. ПКшникам вообще не повезло, они по факту получили порт с консолей, без возможности изменить графику, переназначить клавиши и даже без кнопки выхода из игры. В игру-сервис серия пыталась и раньше, существовал такой проект как DOA Online для ПК, да и 5-я часть распространялась как условно бесплатная с дополнительным контентом. Но то была нормальная работающая игра, а 6-я часть избежала такой участи. При всем это ведь неплохой файтинг, но в него нельзя было нормально поиграть на старте весной 2019-го, когда уже вот-вот выйдет МК-11 с кинематографическим сюжетом и рабочим онлайном. Сама игра выглядит очень даже. Сюда подвезли кровь, красивые арены, персонажи пачкаются, на них выступает пот. Геймплей все еще упрощенный, но если бы игру допилили,
она могла бы конкурировать с другими файтингами, но, к сожалению, это был мертворожденный проект. Это лишь верхушка проблем, о которых я рассказал, ведь DOA 6 сама по себе оказалась сплошной проблемой. Со временем игру частично допилили, но даже сейчас оценки у нее такие себе, и это вполне заслуженно. Нельзя так поступать с фанатами и надеяться, что они это проглотят. Сюжет второй трилогии выдвигает вперед Елену Дуглас и ее противостояние Виктору Доновану. Рю и Хаяте противостоят Дуотек, а Касуми все бегает то от ниндзя, то за своими клонами. Елена выясняет правду о смерти матери, об экспериментах Донована и уничтожает штаб-квартиру Дуотек. Почти умирает сама, но ее спасает Зак, в благодарность за что получает титул чемпиона 4-го турнира, который вообще-то проводится номинально, ведь Елена решает свои дела, ниндзя противостоят очередному абсолютному оружию в виде Альфа-152, а большинство персонажей имеют свои короткие сюжетные линии. Например, в 4-й части Лэй Фэн все-таки победила Джен Ли. В 5-й части Донован создает новую злую корпорацию Мист, а герои по-прежнему разыскивают Альфу-152, чтобы уничтожить ее. Касуми находит и побеждает своего клона, но вдруг выясняется, что Касуми тоже клон, которого заставили верить, что она оригинал. Герои, конечно, побеждают Альфу-152, и теперь основной целью становится сам Виктор Донован. В 6-й части сюжет вообще странный, он подается какими-то рваными кусками, которые игрок должен сам собрать в полноценную историю, но сделать это совсем непросто. Там суть в том, что Мист похищают Аяне, да сколько ж можно всех похищать. Герои спасают ее, а на пути сталкиваются с очередным проектом Донована в виде клонов Райду, дяди Касуми и Хаяте из 1-й части. Знаете, я бы с удовольствием рассказал про сюжет 5-й, 6-й части подробнее, если бы он был хотя бы на талику понятнее. А так от истории про клонов, злые корпорации и постоянные похищения персонажей голова идет кругом. Будем честными, сюжет не самая сильная часть DOA, поэтому в ролике я только пробежался по основным событиям. В 2006 году по мотивам серии Dead or Alive вышла полнометражная экранизация. Учитывая, что для меня это фильм детства, я вспоминаю его с некоторой теплотой. Неплохой трэшовый фильм-файтинг. Правда, учитывая, что на IMDb он не набрал и 5 баллов, критики и фанаты не оценили это творение. Также есть несколько мертвых проектов по франшизе. Один из них это Black Jack с персонажами DOA для платформы iOS. В 2010 году игра была удалена из магазина из-за откровенного наряда. Также был анонсирован проект Code Chronos, который должен был рассказать о событиях до первого турнира. Игра не должна была быть файтингом, возможно слэшером или экшен-адвенчурой, но в любом случае мы ее уже не увидим. В 2010-м проект был отменен. Еще в режиме бета-теста был запущен проект DOA Online. Эта игра не предполагала вообще никакой сюжетной и аркадной составляющей. Чисто файтинг на движке DOA 2 Ultimate, но с лобби, чатом и механикой прокачки, что не лучшее решение для файтинга. В итоге проект так и не вышел из стадии бета-тестирования. Сейчас серия Dead or Alive переживает упадок. Исходя из этого, неизвестно, что будет с серией дальше. Вернется ли она, чтобы напомнить о себе, или может ее возьмет под крыло другая компания? Хотя это маловероятно, ведь Dead or Alive – флагманская серия Tecmo. Но вдруг ее выкупит Итагаки, а? Хотя это еще менее вероятно. Как обычно, полный оптимизма, я надеюсь, что однажды мы увидим новую игру серии, и она напомнит о былом величии. Не прощаюсь.